Всем привет, с вами Тандер, и сегодня мы подробнейше сравним все АРГСН ракеты, кроме Феникса, в игре. Не так давно я лично сделал маленькое исследование ракет, вышло суховато и неполно. Потом я увидел на Reddit пост с более точными данными, и были они в разы лучше, чем мои. Конечно, это нанесло мне огромную психологическую травму, и я решил взять себя в руки и подготовить более лучшую статистику для вас. И я ее подготовил. Итак, начнем с анализа всех АРГСН ракет. Ролик будет графически сухим, в основном из таблиц и графиков. Данные, представленные далее, собраны в условиях: высота 10 тысяч метров с погрешностью до 20 метров, скорость носителя 0,99 маха с погрешностью в 0,1. Скорость цели около 1 маха, но она одинакова во всех тестах. Дистанция пуска равна 60 километрам. Анализировать ракеты мы будем по двум параметрам: скорости от дистанции и времени полета от дистанции. AIM-120A и B, а также Air-Darter и Derby равны по летным характеристикам. На графике прекрасно видно, что на дистанции до 14 километров лидерами являются две ракеты — Mika EM и Air-Darter. Они набирают намного больше скорости, что позволяет быстрее всех поражать цели. Однако следует сделать важное уточнение. Air-Darter, она же Derby, имеет огромный лофт, угол после пуска относительно плоскости Земли, на который поднимается климбит ракета. Так что то, что Air-Darter сохраняет абсолютное лидерство вплоть до примерно 28 километров, не совсем верно. Точнее, верно только по данным. Это можно увидеть, если посмотреть на время поражения цели, где Air-Darter хуже всех поражает цель за 67,7 секунд, что несомненно хуже всех. Также можно увидеть влияние такого большого климба на графике скорости Air-Darter. Момент проседания скорости — это момент ее перехода из климба в пикирование на цель, даже с небольшим последующим набором скорости. Также это представлено на графике динамики скорости. Mika EM же в свою очередь после 30 километров теряет такое количество энергии, что в принципе не может адекватно поражать цель. На 38 километрах она летела со скоростью 900 км в час, что просто смешно, сами понимаете. Несомненным лидером для дальнего воздушного боя является, конечно же, AIM-120A и B. На дистанциях 40 километрах у них самая большая скорость, а также наименьшее время поражения цели. PL-12 является средней ракетой, ни больше, ни меньше. А АМ-4 же имеет интересную особенность. Она теряет меньше всего скорости в полете из-за своей массы после выгорания топлива. Это не сильно помогает ей, по сути, просто интересная особенность. Давайте чуть-чуть поговорим про R77, ведь ролик я сделал на русском языке, а в ру-комьюнити бурлит не весь что. Бытует мнение, что R77 настроена ужасно и не летит. Итак, давайте подробнее разберемся с данной ракетой. Во-первых, а чего вы ожидали? Во-вторых, исходя из всех собранных мною данных, более подробно с источниками вы можете ознакомиться в описании, можно сделать вывод, что R77 должна лететь 80-100 максимум километров по неманевренной цели. И, о чудо, в игре она идеально попадает с 80 км по цели, если набрать большую скорость как носителю, так и цели. Грубо говоря, R77 и не предназначена для стрельбы по маневренным целям на 50 км. Данная ракета предназначена для дистанции в 20-25 км максимум, и в игре на таких дистанциях она показывает себя нормально. Что касается сухих цифр, то R77 лучше всех маневрирует на близких дистанциях из ракет без УВТ. Давайте подведем итоги по сравнению ракет. Опираться мы будем также на некоторые тесты англоязычного ютубера Джейка, где он проводил визуальное сравнение ракет по маневренности. Бесспорным лидером для дистанции от 30 км является AIM-120. До 30 км, как бы странно это ни звучало, Mika и R77 составляют хорошую конкуренцию. Естественно, если брать не маневрирующую цель. В БВБ Mika EM является лидером из-за наличия УВТ, который позволяет ей прекрасно поворачивать и делать буквально разворот на 180, однако у нее есть минус со стабилизацией, и ее иногда может закручивать, если носитель на малых скоростях. Также отлично себя показывает в БВБ Air-Darter, сохраняя отличную скорость и энергию. R77 является лучшей для БВБ ракетой без УВТ. Следует сказать, что все ракеты показывают себя лучше в маневре, чем R27R и AIM-7F, что логично. Сказанное в ролике является обобщающим результатом. Данные, полученные в ролике, следует изучить самостоятельно, если вам хочется более подробно узнать точную информацию о ракетах. Подробные графики, таблицы и материал будут предоставлены в описании, а также в моем Discord сервере. Надеюсь, вам понравился ролик и он был полезен. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео или на стриме.